Геннадий «Гангрена» Тимченко. Сейчас мы вам расскажем и покажем, как обустроился в Москве этот ближайший друг, бизнес-партнер и один из кошельков Владимира Путина. Этот один из самых богатых людей в России с состоянием более 11 миллиардов долларов попал под западные санкции именно как бизнес-партнер российского президента. Мне не стыдно за моих друзей. А бизнес они, я напомню, устроили очень простой. В России добывают нефть и продают ее на Запад. И вот когда Владимир Путин стал президентом, он вынудил крупнейшие нефтяные компании экспортировать нефть не напрямую, а через офшорную швейцарскую компанию «Гунвор», принадлежащую как раз Тимченко и еще одному другу детства Путина, Петьке Колбина. Про него я уже снимал видео, вот ссылочка, можете на нее кликнуть и посмотреть. Ну и вот, в какой-то момент 30% всей российской нефти, продаваемой на Запад, а это огромное количество, шло через эту самую компанию-посредника. Она снимала немножечко денег с каждого нашего с вами барреля нефти. Тимченко обогатился просто сказочно, но большой благодарности к нашей стране не испытывал. Он отказался от российского гражданства, чтобы не платить здесь налогов, постоянно проживал в Швейцарии, а с Россией его связывало только то, что он крал наши с вами нефтяные доллары. Ну а после введения санкций делать было нечего и пришлось нашему Гангрене вернуться в Москву. А вот жена Геннадия Николаевича Тимченко сделала операцию и не могла даже заплатить за операцию, потому что ей заблокировали счета и карточки. Кстати, про гангрену это не мы придумали, это самая настоящая кличка Геннадия Тимченко в путинском кругу. Об этом рассказал в своем знаменитом интервью предприниматель Сергей Колесников, строивший дворец Путина в Геленджике. Переходим к веселым картинкам. Вот такой вид от дома Тимченко на Москву с боевого дрона ФБК. И тут москвичи мне сразу такие скажут: «Воу-воу-воу, Алексей, мы знаем этот вид, все знают этот вид, да половина московских свадеб там фотографируется. Это же Воробьевы горы, одно из любимых мест отдыха горожан и гостей столицы. Там никто не может жить, там просто не может быть частного дома». А я вам отвечу с грустью: это у вас не может быть там дома, а у друга Путина может. Мало того, вы еще и заплатили за этот дом. То, к чему мы сейчас с вами летим, это бывшая резиденция генерального секретаря КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Государственное здание исторической важности, архитектурный памятник, наследие. Его действительно как-то нехорошо было бы просто отдать олигарху-миллиардеру под частный дом. Но страной-то нашей управляют жулики и воры. Поэтому в 2013 году мэр Москвы Сергей Собянин личным распоряжением передал резиденцию офшорной компании с Британских Виргинских островов под организацию гостиницы. Безо всяких там конкурсов и тендеров, просто взял и передал. Никакой гостиницы там, конечно, не появилось. Там огромный частный дом, больше 1000 квадратных метров, а почти 3 гектара прилегающей земли заполнили новые постройки. И заселился в эту обновленную резиденцию генсека Геннадий Тимченко. О том, что именно это место стало новым домом для Гангрены, писали в своем расследовании «Ведомости» и другие СМИ. Сам Тимченко в интервью описывает свое новое московское жилье как, цитируя, «выдержанное в классическом советском стиле, с картинами в духе соцреализма». Он даже жаловался, что с персоналом разговаривает по рации, такой большой дом, и даже фотографировался в нем. Но рассказы об этом таинственном месте в самом центре столицы обычно сопровождались такими фотографиями. Высоченный каменный забор, густые деревья, улица, с которой ничего не видно. С середины прошлого века до сегодняшнего дня за более чем 50 лет не было опубликовано ни одного снимка этой государственной дачи. Никого и близко не подпускали к секретному объекту за 3-метровым забором. Ну, есть постановление правительства, из которого здесь должна быть гостиница. Не знаю, ничего нет. А что есть? Ничего. Как забор же есть? Ну, забор именно там есть, а там что? Там Мосфильм. Ну, и здесь типа того же. Отголоски Мосфильма. Давайте, ребята, не отвлекайте нас, не отвлекайтесь сами. Фонд борьбы с коррупцией срывает покровы секретности с этого исторического объекта, находящегося в нашей с вами собственности, но временно оккупировано другом и кошельком Владимира Путина Геннадием Тимченко. Основной дом – 1000-метровый особняк. Вообще идея разместить на Ленинских горах правительственные дачи принадлежала Берии. Вот бы товарищ Берия удивился, если бы узнал, кто сейчас живет на этой даче. Впрочем, от прежней постройки остался разве что каркас и фундамент, а сам дом полностью перестроен. Вот сейчас мы видим детскую площадку с горкой. Дальше огромная вертолетная площадка, ставшая прямо центром резиденции. С правой стороны беседка и, видимо, летняя кухня.
Теперь видим отдельное здание. Это сауна с бассейном. Чуть позже мы вам покажем и что внутри. Любопытно, что это абсолютный самострой. Ни в каких документах этого здания нет, оно незаконное. Территория заканчивается, и мы видим гостевые дома ФСО на соседнем участке. Разворачиваемся и летим обратно. Обратите внимание на участок. Ни в коем случае не подумайте, что он заканчивается прямо за домом. Нет, он уходит вглубь лесного массива и огражден огромным монолитным забором с десятком камер наблюдения. Вот гараж и КПП. Очень сложно оценить стоимость такой резиденции. Место просто уникальное, его не с чем сравнивать. Вообще 3 гектара самой дорогой земли на Рублевке будет стоить примерно 2 миллиарда рублей. А тут, извините меня, не Рублевка, а бывшая резиденция Генсека на Ленинских горах. Самую минимальную стоимость мы оцениваем в 3-3,5 миллиарда рублей. И я напоминаю вам, что это прямое мошенничество, ведь объект без конкурса отдали под гостиницу. И на сегодняшний день ничего формально не изменилось. Вот смотрите, официальная кадастровая выписка. Видите, что написано? Гостиница. Эх, скажете вы, классно было бы хоть одним глазком взглянуть, что же там внутри. Покажем. Шпионского оборудования нам для этого не надо. Достаточно просто внимательно поискать по социальным сетям. Дело в том, что рабочие, которые обустраивали резиденцию, просто не могли отказать себе в удовольствии и наделали кучу очень смешных фотографий в этих богатых интерьерах. Вот смотрите, та самая незаконная постройка в дальней части участка. Вы ее видели с воздуха. Теперь мы точно понимаем, это банный комплекс. Вот сауна, это хамам, это купель, гигантская ванна-джакузи, ну и, конечно, бассейн с дельфинчиками. Хрущеву такого не полагалось. Рабочим, как мы видим, классовые предрассудки чужды, и они отлично проводят время в вип-бане гангрены. Это основной дом на этапе стройки. Вот обратите внимание на эту фотографию лестничного пролета. Сравниваем теперь ее с официальной фотографией Геннадия Тимченко в домашнем интерьере. И никаких сомнений у нас не остается. В чем мораль всей этой истории? А в том, что в России изобретен просто такой вот новый вид государственного строя. С одной стороны, все государственное. От госкомпаний до таких резиденций. С другой стороны, само государство просто принадлежит банде мошенников, которые управляют им как личной собственностью, без малейшего контроля с любой стороны. Государственные нефтяные компании отдают им свои деньги. Государственные СМИ вещают пропаганду в их пользу. Они превратили государственные резиденции в частные дома. Полиция и ФСБ превращены в частные охранные структуры, которые борются с теми, кто не согласен с происходящим и возмущается. Подумайте сами, ну вот кто такой этот Тимченко? Ну, миллиардер, который стал миллиардером за наш с вами счет. Но по сути это просто какой-то непонятный финский гражданин, оккупировавший в прямом смысле слова исторический участок земли в лучшей части города. Поэтому не устану повторять, с этой властью надо бороться всеми способами. Словом и делом, кто как может. Помогайте нам распространить этот ролик и не забывайте подписываться на наш канал. Здесь говорят правду.